пожаловать в Короля стиля. Меня зовут Джун Эмброуз, и мы так рады, что вы все собрались здесь на нашем самом первом круглом столе Король стиля. Я рада представить вам нашего гостя Джона Брёнку, соисполнителя штата Майкла Джексона, сопродюсера фильма «Вот и все». Это бродвейское шоу MJ Musical, MJ Бессмертные, MJ1. Майкл Буш, автор книги «Король стиля», давний художник по костюмам Майкла и его коллега. Это Рушка Бергман, единственный личный стилист Майкла Джексона и редактор модного журнала Vogue Italia, а также Камини, ямайская супермодель, ведущая эксперт по моде. И для нас особенно большая честь, что принц Джексон находится рядом с нами. А также Джамал Филдс Грин из популярного шоу-мюзикл MJ. Добро пожаловать всем желающим. Так вот, сегодня у нас здесь собралась такая невероятная группа людей, и мы хотим проникнуться влиянием стиля Майкла Джексона. Давайте взглянем на первое творческое самовыражение Майкла в качестве сольного исполнителя. Ух ты, ух ты, ух ты! Джон, я вынуждена задать тебе этот вопрос, потому что мне кажется, что мы наблюдаем, как Майкл отрывается от Джексон 5 и действительно хочет найти своего собственного Лейна. Не могли бы вы ответить на этот вопрос? Конечно. Майклу исполнился 21 год, когда он спрыгнул со стены. И это поддерживало его семью всю его жизнь. Он был любящим членом семьи. Но в 21 год он решил, что хочет жить самостоятельно. Поэтому он написал себе записку, в которой говорилось: «Я больше не собираюсь быть маленьким, милым мальчиком из Джексон 5. Я собираюсь стать мужчиной». Так что он отошел от стены и стал изучать некоторых великих людей. Это были Уэйд Майкла, Джеймс Браун и Джеки Уилсон. Но два человека, оказавших на него наибольшее влияние, это Фред Астер и Джин Келли. Так что именно благодаря Фреду Астеру вы можете увидеть его фетровую шляпу, благодаря которой он стал знаменитым и ловким преступником. Но у Джина Келли вы увидите брюки с высокой посадкой, короткие брюки, а позже и блестящие носки, которые подчеркивают его ноги. Я думаю, что мы все сидим здесь, уставившись друг на друга, из-за моего собственного Джексона. Так что вы можете видеть, как это нашло отклик и продолжает находить отклик год за годом. Это все еще популярная поп-культура. Даже в те времена, когда я занималась дизайном музыкальных клипов, Мисси Эллиот, все должно было быть продумано до мелочей. Мы всегда будем постоянно ссылаться на Майкла Джексона. У нас шикарный папочка, блестящие костюмы. Когда я работала над дизайном костюмов, мы говорили о том, чтобы эти вещи обладали той же непринужденной привлекательностью, что и у Майкла Джексона. Расскажите мне немного о том, как действительно вывести это на новый уровень. Майкл шил себе повседневную одежду со стразами, потому что в те времена вы носили их только по вечерам, за ужином и в ночных клубах. Майкл сделал это модным при дневном свете. Вы купили дискотеку на дневное время? Да. И вот еще, что мне тоже очень понравилось, так это демонстрация укороченных брюк. Так вот, раньше мы надевали белые носки только в церковь. Вы надевали свои парадные носки только для торжественных случаев. Но по какой причине Майкл это сделал? Почему он был таким разрушительным? В этом смысле он был таким бунтарем. Майкл был провидцем, и не имеет значения, идет ли он в церковь, на сцену или на улицу. Майкл был одной из самых знаковых фигур моды для всех нас до сегодняшнего дня. Как я уже сказал, вместе с Майклом я нахожусь на сцене. У меня есть черная танцплощадка, черные туфли и черные брюки. Если вы не видите, как двигаются мои ноги или ступни, зачем я это делаю? Сделайте это по радио. Так вот, именно здесь появились белые носки, в зависимости от того, насколько многочисленной была аудитория, нанявшая брюки. Так вот, парень в последнем ряду получил возможность посмотреть, как я танцую. Ух ты, ух ты. Ну кто же знал, что это станет IP-адресом? Стразы и перчатки. Все это стало для меня чем-то таким, что было увековечено. Вы предвидели, к чему это приведет? Нет, но вот что я вам скажу. Когда вышел триллер и Майкл надел кожаную куртку, она стала настолько модной, что ее стали копировать по всему миру. И ее копировали так часто, что нам пришлось заключить сделку с одеждой для Майкла, потому что все были увлечены в том, что они придерживаются стиля. Еще одна вещь, о которой я хотела бы поговорить, это непринужденность его стиля. Мне кажется, что он так хорошо сбалансировал чаши с точки зрения пунктуации. Расскажите мне о том, как вы сегодня одевались. Вот такой наряд висел на стене вместе со стразами. На Ямайке нас вдохновил Майкл. Каждый ребенок в Америке, каждый ребенок мечтал о куртке с бисером.
То, что мы имеем дальше, действительно укрепляет Майкла как короля поп-музыки и стиля. Да, посмотрите на это. Потрясающе. Все идет просто потрясающе. Просто потрясающе. Мне это очень нравится. Я не хочу, чтобы вы, ребята, этого делали, но я определенно хочу этим заняться. Джон, как Слай и фамильный камень, влияет на дальнейшую эволюцию Майкла. Майкл сделал вот что. Когда он снимал «Триллер», он сказал, что это не только для одной расы, религии или страны. Это касается всех. Совершенно верно. Так вот, он попросил Эдди Ван Халена из группы Ван Хален сыграть Ван Батты. Он попросил Пола Маккартни спеть песню о девушке, о которой он думал. Он привнес в нее все эти факторы влияния. Этот альбом стал самым продаваемым альбомом в мировой истории. И иногда люди не понимают, насколько масштабным был феномен «Триллера». Если бы вы сегодня взяли BTS, Тейлор Свифт, Канье и Дрейка, то это не было бы захватывающим зрелищем. Вот лишь некоторые из них. Все в полном порядке. Совершенно верно. Какой же это был грандиозный триллер. Он был показан в Африке, Южной Америке, Японии, Корее, России, везде. Ух ты, куртка для триллера. Не могли бы вы оценить ее по достоинству? Там были две куртки для триллеров. Кожаная куртка была продана около 10 лет назад, она стоила $1 миллион. Ух ты, и это все? Вот и все. Ух ты, видите ли вы сегодня художников, в дополнение к тем художникам, о которых он упоминал, которые продолжали это делать. Вы видели Бейонсе на Суперкубке? Мы мгновенно получили 450 электронных писем. Почему я поместил ее в то же самое место, в которое я поместил Майкла примерно 25 лет назад? Как будто я этого не делал. Когда она уходила со сцены, она сказала: «Это мое почтение Майклу Джексону. Это повлияло на меня, и я добился того, чего добился». Мы говорим о высокой моде и взлетно-посадочных полосах. Совершенно верно. Продолжайте в том же духе. Если перечислить некоторые из них, то вы наверняка сможете отгадать загадку с цифрой, не так ли? Это Virgil Abloh. В тот момент было так много знаковых моментов. Там была перчатка. Одни только носки были подходящим нарядом, не так ли? Вы выходите на сцену, чтобы исполнить роль Билли Джина, а потом он открывает свой чемодан. И когда оттуда достается перчатка, как сказал Майкл, у нее есть своя собственная аудитория. Она получила бурные овации. Просто перчатка еще до того, как вы ее надели. И он был защищен так же, как корона. Он сказал: «Буш, если я собираюсь исполнять роль Билли Джина, а у меня нет перчатки, то ты можешь выйти на сцену и сказать ей около 8 часов вечера, почему я не буду исполнять роль Билли Джина сегодня вечером, потому что ты выкинул перчатку». С тех пор, как мы познакомились, мы постоянно делимся несколькими действительно замечательными историями, и это было так увлекательно. Сейчас я смотрю на Рушку и хихикаю, потому что Майкл тоже носил очки, и это тоже было очень кстати. А ты сидишь здесь в своих темных очках и выглядишь так шикарно. Это такой стиль и к тому же культовый момент. Именно то, как он работал с аксессуарами, показалось мне очень увлекательным. Как будто этой пунктуации было достаточно. Это было похоже на белую рубашку. Но когда вы выходите на сцену, стойте там в течение 2 минут и даже не двигайтесь с места. А толпа просто сходит с ума. Мы еще даже не двигаемся с места. Вы же знаете тот момент, когда Майкл сделал это во время Суперкубка. Я помню свой разговор со Скутером Брауном, и он рассказывал вам о своем клиенте Джастине Бибере. И он сказал: «Мы всегда сидим вот так и думаем о том, что бы сделал Майкл». У него была какая-то любовная связь с фетровой шляпой. Когда эта фетровая шляпа появилась в продаже, он выглядел таким настоящим мачо-гангстером. Потому что мы знали, что Майкл был одним из них, но потом он надел фетровую шляпу и стал кем-то другим. И каждому человеку на улице казалось, что фетровая шляпа приобрела новый смысл. Это было похоже на Тео. Это женский туалет. На мне фетровая шляпа.
Там была чья-то голова, и вы знали, кто это был. Но я собираюсь заняться еще одним аксессуаром, который я боготворила. Это мокасины с Пенни. Например, когда я была маленькой, мокасины с Пенни были чем-то вроде настоящей обуви. Есть один случай, когда Фрэнки Лео подошел ко мне как к менеджеру и сказал: «Не могли бы вы почистить эти ботинки?» Я внимательно слушаю вас. Я сам их отполировал. Майкл идет на следующее шоу, где мои танцевальные туфли. И я иду, а вот и они. И он говорит: «Нет, это мои танцевальные туфли». Он спрашивает: «А что на них написано?» И я говорю: «Отполируй их». А потом мне объяснили, как он работает со своими ботинками. Если я случайно попаду кремом для обуви на нижнюю часть подошвы своего ботинка, то это может быть опасно. Это очень опасно. Если мы поскользнемся и упадем, то все мы теперь безработные. Так что он просто оставил туфли в покое. Он сказал: «Сделайте все, чтобы мои лодыжки были подняты вверх. Мне все равно, но не прикасайтесь к моим ботинкам». Это замечательный внутренний момент для меня. Мне это очень нравится. Мы, наверное, могли бы сделать серию из 6 частей, охватывающую только все периоды времени. Но после триллера Майклу действительно захотелось повысить свой уровень еще больше. Это подводит нас к тому, что...